Поверните направо, потом налево, потом взлетайте. Игорь, слушай. Так. Хорошая музыка. Музыка отличная. Слушай, на нашем шоу давным-давно не было интересных тем. Вот. Люди жалуются на плохой звук, поэтому не знаю, сколько у нас микрофонов, 8. Ну ладно, мы добавим все равно музыку, чтобы им было ничего не слышно, но микрофонов у нас прям вот уже под самую завязку. Слушай, помнишь вот эта тема, которая самая актуальная? Очень часто пишут люди такие, говорят: Игорь, Егор, почему вы там, вот, куда вы едете? Да? Вот они все время спрашивают. Я подумал, мы же айтишники, мы же в IT работаем. В IT можно ездить за деньги. Яндекс? Да. Uber? Вот поставили специальное приложение. Держитесь светлой стороны. Да, была твоя идея, интересная. А почему мы так бензин палим? Надо же это как-то и деньги возвращать. Да, он как построил нам маршрут, давай кого-нибудь подвезем. Я думаю, вот здесь подберем. Так, аварийка. Пык-пык-пык. Мы идем спросим, надо или не надо. Нет, так там же приложение, это же айтишечка, это все так работает. Ты глупенький. Я не глупенький, я старенький. Приложенечко. Вот. Короче, куда тебя везти? Ты кто такой? Еще едьте прямо, а там разберемся. Отлично. Поехали домой. Завезите меня домой, пацаны. В общем, едем к Лексу домой. Неожиданно мы знаем пассажира, но все-таки Яндекс технологии подсказывает, кого мы везем. Вот. И даже куда. Из какого канала и на какой канал. Так что вот, с нами сегодня Лекс, IT-борода, с канала IT-борода, с инстаграма IT-борода, с фейсбука IT-борода. В общем, с нами Лекс. И я подумал самую крутую тему для Лекса. Она вот описывает все, что происходит в IT. Знаешь, вот эта вот тема, что тачки, тёлки, машины, успех, вот эта вот вся тема, она мне почему-то вот с Лексом ассоциируется и с еще одним Артемом. Да. Но с Лексом меньше тачки, тёлки, с ним больше успешный успех, вот. Но все равно. И я подумал, Лекс же со всеми общается. У него же там столько успешных людей на канале, рассказывают про то, как они стали успешными в IT. Вот сколько среди них программистов? Да. Нормально. Так, все. Все. Самое забавное, что Лекса в эту камеру не видно. Зато его видно в другую. Да просто не видно. Там реально не видно. Нормально. Окей. Что там за вопрос был? А есть ли успешные люди среди именно код? Нужно подумать, что такое успешный человек, типа. Ну смотри, мы с Игорем очень долго спорили на заправке на одной знаменитой United Company заправки, на тему того, что кем лучше быть, менеджером или айтишным кодером. Вот у менеджера, мы не смогли понять, кто такой успешный менеджер. Руководитель, бла-бла-бла, бизнес-молодость. Да, вот мы обсуждали, что, например, Стив Джобс, не кодер. Элон Маск, не кодер. Далеко вообще. Кто еще там? Джек Ма. Вообще не кодер. Вообще никак. Да, но они успешные айтишники. Они у всех ассоциируются IT, успех, большие компании, корпорации. Ну слушай, если котировать... Давай дальше пойдем. Евгений Невгений. Не. Не айтишник. То есть не кодер. Айтишник, но не кодер. Вот. Как его? Микита Микада. Не кодер. Вот. Но не кодер же. Их там очень много. Вот берем вот Дудя, вот всю эту вот айтишную тему его. Там кодеров нет. Где ж там программисты? Не, там есть кодеры. Чуть-чуть. Чуть-чуть. У меня остается вопрос, кто такой успешный айтишник. Типа, получается, по твоей логике, успешный айтишник — это тот, про которого все знают. Не, успешный айтишник тот, который сделал что-то успешное. Вот просто люди идут в IT, они сейчас, вот я смотрю, курсы программирования, курсы HTML, вот очень много курсов. Все, тогда ответ простой: программист не может быть успешным. Вот.
Почему? Один программист, я не знаю никаких примеров из истории, чтобы программист один в одно лицо сделал успешный проект. Потому что проект не только кодовая база. Подожди, а Павел Дуров? Павел Дуров, он программист? Он не программист. Вот. Пока все сходится. Пока все сходится. Просто без хорошего менеджера ты свой продукт никак не продвинешь. Если у тебя нет этих навыков, то ну как ты это сделаешь? А чтобы был человек одинаково успешным и программистом, и менеджером, ну я таких не встречал. Я читал про одного такого, называется Билл Гейтс. Вот. Говорят, что он, даже когда был супер-пупер руководителем, он все равно в винде сидел и фиксил баги или правил баги. Ну, они же начинали или там, репортил. с кем они там начинали? С Возником? Ой, с Возником это Джобс начинал, да? Со Стивом Балмером он начинал. Со Стивом Балмером. Вот, Балмер был основным технарем, насколько я знаю. Не, Балмер был основным менеджером. Менеджером? Да. Вот это меня сейчас закидает, бля. Да. Майкрософтовский стек. Это же фишка вот эта Балмера. Да, developers. Ну, Балмер вообще отшибленный, на самом деле, мужик на голову. Но это в плюс. Я к тому, что их уже двое было. Да, Он же не один был, правильно? да. Поэтому один навряд ли ты станешь успешным. В компании с кем-то, да, и есть такие программисты. Но опять-таки эти программисты, я не видел чуваков-программистов, которые оставались там нердами и интровертами глубокими после своего успеха. Они все равно уходили в какое-то свое дело, которое не связано с программированием, а программировали там в ночных полюциях, и ну, как бы и все. Вову, ночные полюции. Ну да, Я как трудный программист, такой, вместо знаешь, полюции такой программирует. вот просыпаешься весь в ночных полюциях. Веснушки. Да. Программисты это обычные работники. Типа это вопрос из разряда, может ли там чувак, который кладет кладку, стать успешным. Ну как бы он может построить классный дом, но навряд ли он это сделает без главного там архитектора, без Ну, вряд ли он какого-то построит плана. целый дом. Найдет кому продать целый дом. Да. То есть вот эта вот тема вся про тачки, телки, успешные. Ну, я просто видел Нахер рекламу собачья. курсов айтишных. Вот, знаешь, такой, типа, там Lamborghini, и чувак такой стоит, типа. Ну ты же понимаешь, откуда ноги растут. Понятно. ну. Ноги растут оттуда, что у нас айтишник, Зарабатывает программист, много. он зарабатывает намного больше, чем среднестатистический житель страны. И поэтому вот это вот все утрируется, возводится в абсолютную степень и показывается, будто бы айтишник там может себе позволять все, что угодно. Мгм. И как бы на фоне большинства действительно так оно и выглядит. Что айтишник может там ходить в рестораны, в бары, ездить 2 раза в отпуск, для него это нормально, а для преподавателя какой-нибудь в школе сельской это прям супер-пупер. Но это же не вопрос к айтишнику, это вопрос скорее уже к Я думаю, это- Менеджменту и экономике. менеджменту страны. да. Да. Менеджменту страны, опять-таки. Мгм. Вот если менеджеры страны не успешны, вот это проблема. Мне блин, сегодня товарищ всего сказал, народа. говорит, у меня есть знакомый, говорит, в Германии, он программист, а жена его преподаватель этого языка, по-моему, или чего, и они переехали в Берлин, поближе к Гуглу, чувака в Гугл взяли. И говорит, когда они туда переехали, жена у него сразу же стала успешной женщиной, которую все уважают в округе, а он еще одним офисным планктоном в этом Гугле. Ну, хоть Всё. где-то. Хоть где-то. Зарплаты одинаковые, как бы, никто не смотрит на программистов свысока. И это, Мы недавно с другом обсуждали, ты затронул, ну, опасную тему. давай. Так, сейчас у нас допиликает. Короче, ты затронул опасную тему, вот девушка-айтишника. Потому что в Беларуси у меня вот друг, вот такой вот есть, я не знаю, как это сказать. Говори я. Да, и я тоже в том числе. Ну, короче, есть друг, и он говорит, он вот познакомился с девушкой, гуляет, и девушка такая, а я девушка успешного айтишника, айтишник. Он такой, ты ничего еще не достигла. Он такая, ну я успешная, потому что у меня мужчина в IT. Вот таких Это девушек- престижно. Таких девушек можно назвать прицепы. Прицеп. Ну да, то есть их воспитывали на Золушке, их воспитывали на чем там, на 7 гномах и Белоснежке, понимаешь, что это на спящей красавице, которая проспала, блин, пришел принц на белом коне, все, ты принцесса. Ну слушай, то, что ты девушка, не делает тебя какой-то особенной, правильно? К этому Конечно. к этому Европа идет. Как бы в Европе, наоборот, женщины отстаивают свои права. Становится мужчиной. Они хотят... Ну, и мужчины женщины становятся. Женщины хотят работу иметь, женщины хотят во всех сферах быть представленными. Мне кажется, что если какая-нибудь наша девочка, там, белоруска, россиянка, приедет в Европу и скажет, что я вот такая красивая, хочу быть эскортницей, ну, утрированно, Ну да. то, скорее всего, местная женская комьюнити будет на нее смотреть как на какую-то... Ну, я думаю, что она будет вращаться в том комьюнити, в котором не будут так считать, и скажут, Ну, окей. молодец. То есть там, походу, разные комьюнити. И Не, это хороший вопрос.
Ну, и есть еще одна тема, которую... Если твоему другу, извини, это ок, то это ок. Не, Типа, не, если ему не друг ок, говорит, он такой, у типа, меня моя «Да». девушка содержанка, я готов ее содержать, вообще вопросов нет. Если они в идиллии живут, это нормально. Ну, вопрос, нормально ли это пацан, как бы, ну Не, окей. ну, каждому Ну, свое. каждому как ты говоришь. свое, может ему нравится, когда Ну, он может хорошо, что обеспечивать у него семью. Не такой пацан, типа, ой, у меня пацан айтишник, ай-яй-яй, понимаешь, ну это уже кайф, понимаешь, уже хорошо, уже нормально. Да, ну, для девушек просто, я так понял, что это имиджево. Это как ачивку получить. Ну, короче, Ну, принц, ё-моё. но, я вот задумался вот о чем. И об этом меня спрашивали ребята на канале. Каково вообще, ну, то есть у нас как бы нету девушки, которую можно было бы пригласить, которая бы ездила с нами и рассказывала, каково ей живется с айтишником. Но у меня есть подозрение, у меня есть гипотеза, да, связанная с тем, что с айтишником девушкам нелегко, потому что айтишники, они там в коде, они там наработались, они в голове еще там что-то крутят, чинят, там баги фиксят, pull-реквесты делают, и как бы вот они, вот им тяжело. Подожди, почему ты выделяешь девушек? Давай возьмем противоположный пример. Давай, Вот интересно. девушка айтишница, и у нее парень не айтишник. Так, Как ты думаешь, тяжело ли будет такому парню жить с такой девушкой? пипец вообще. я Почему? думаю. Ну, я думаю... Допустим, парень строитель. Мы Я не думаю, берем он сейчас вообще не будет гуманитариев. понимать, почему она такая затюканная, что она там ходит грустная. Ну, или у там- строителей же тоже бывают затюканные. Главное, Архитекторы какие-нибудь. чтобы если у строителя девушка айтишница, чтобы она не была QA. Потому что иначе лучше девушка-прораб. Да, хоть поймет что-нибудь. А это скажет, здесь передвинь на 2 пикселя. Ах, что это, сколько это? Это ты хорошо запланировал. Вот я как еду, думаю, Ну, я просто был в стройке, и сейчас пойти, я сейчас так, зная пару QA, так думаю, да, с ремонтом мне могут быть кажется, проблемы. что если вот и касательно именно IT, вот такая специфичная клака, что очень тяжело, когда оба не в IT, или так или иначе они должны какой-то общий там язык иметь, то есть какие-то наборы слов, чтобы они хотя бы понимали, что происходит. У меня там pull реквесты, короче, мержили вот, и все, и потерялись. Ну, есть хорошая фраза, называется «переведи». Хорошо. Что ты имел в виду? Что ты хочешь этим сказать? Ты меня хочешь обидеть? Ты меня там куда-то обозвал? Ну, у девушки это работает и на нормальные слова. Все-таки мне кажется, что если оба человека из сферы, где нужно работать головой, а не руками, скажем, либо не языком, то можно найти общие точки соприкосновения, даже если это не оба айтишника. Скажем, там юрист и айтишник, ну, возможно, у них будут общие точки соприкосновения на каком-нибудь уровне там посещения театров или еще что-то. Или хобби. Потому что они оба там в сфере мыслительных процессов и действий. Наверное, еще по собесам поможет. Ну Если да. девушка-юрист скажет, там... И там бизнес поможет открыть. Сложнее, если Конечно. там парень, не знаю, работает головой, там архитектор, а девушка работает там, не знаю, своими возможностями тела и танцует go-go. Как бы, ну тут уже совсем О, будет да. сложно найти что-то общее. Да, я думаю, очень тяжело. Да, и притом у нее 2 высших образования, да? Да. И идеальный английский, да? Кто-то может сказать, что, блин, нет, 2 разных человека, это типа, наоборот, классно, они будут учиться друг у друга, да хер там стоял. Не будете, Не, когда человек, ругаться который будут. головой работает, учиться танцевать go-go, не будет go-go-щица учиться программированию. Ну да, смысл. Ну, скорее всего, в общей массе. Слушайте, это звучит как миф развеян. Миф развеян, вот. Не, ну я бы еще тут поспорил, понимаешь? То есть вопрос-то в чем? Есть воспитание семейное, да, то есть, ну реально. Есть какие-то модели семьи, которые ты изначально их несешь и потом делаешь по примеру своих родителей. Она делает по примеру своих родителей, там, своей семьи, своего мировоззрения. И тут может возникнуть очень много разных вариантов. Короче, давай не забирать хлеб у людей, которые на этом зарабатывают, да? Вот Ладно, есть хорошо. психотерапевты, психиатры, они же любят вот эти вот темы с отношениями. Мама, мне бы психиатра. Блин, ну мне тоже страшно. Да, ну, как бы сегодня я за рулем, хотя хотел сидеть и не рулить. Так ты можешь не рулить, что? Надолго ли нас хватит только? Что ты хотел? Ну, я на самом деле задумался, что тахометр нормально набегает, вот, и я думаю, Лекс потом не расплатится с нами. Ну, узнаем потом. Ставьте лайки, Я же оплатите айтишник, дорогу Лексу. Я же айтишник. Ну, мы тоже. Поэтому, ребята, Ты сам внизу- нажал
Ссылочка на донаты, пожалуйста, VIP+, скидывайте. VIP+, ты сам нажал. А прикиньте, вы меня не выпустите, пока я не заплачу. Ну, поэтому нас двое. Да, то есть Блин. один я еще мог бы не справиться. Вот. А Игоря есть, он же у нас тренер, вот, у него мастер спорта есть по биатлону. Ну ладно, придумаем что-нибудь. Слушайте, у нас как бы шоу сегодня строится из 3 актов. Вот, я первый вспомнил. Вспомни второй. А что у нас было во втором? Во втором была развязка. Кульминация была в 3-м. А в 4-м была вообще просто пушка. Что-то ты все поперепутал. Бизнес-молодость, big money, как качаться. Да, кстати, вот хороший. Я почему начинал в самом начале затрагивать тему. Я знаю, что налево нельзя. Я знаю, Игорь. Я немножко обращаю внимание на светофоры. Я почему затронул изначально вот эту тему с успехом? Ну, потому что Где мы, бля? мы, короче, в Серебрянке. Я ж на Малиновке живу. Вот это Ну, если- по пути. Ну, нас могут тут побить. Мне на снянку потом. Ну, Короче, очень много людей часто пишут, как попасть в IT. Ну, мне на самом деле их жалко. Я вот понимаю, что программистами, ну, я могу на любую свою работу, на которой я работал, ну, какое-то такое, знаешь, ведро говна вылить. Вот там что-то было не так, я не ходил такой довольный, типа, ой, моя любимая работа, там такие ребята. Ну было какое-то время такое, да, работа классная, а потом такой, блин, опять. Вот, короче, никогда не был полностью доволен своей работой. И когда я вижу вот этих молодых айтишников, которые рвутся туда, потому что это престижно, это успешно, мне кажется, что, возможно, большая часть из них могла бы неплохо танцевать гоу-гоу и, в принципе, поднимать на этом деньги. Но вот вопрос. Стремиться туда, где не престижно и где мало денег, ну тоже же так себе вариант, правильно? Так а куда стремиться? Вот вопрос. То есть в IT ты можешь... Смотри, IT это не только программирование. То есть очень многие спрашивают, как вот там писать на JS, писать на питоне. Знаешь, у людей просто дилемма. Они такие идут, я пойду в IT. А куда? Ага, буду писать на питоне. Питон же вроде бы модно. Начинают гуглить. Находят Лекса. Там про питон хорошо говорят. И потом находят про JavaScript. Такие, блин, там тоже неплохо. И все, их глючат. Они уже никуда не двигаются. слушай, ну, во-первых, странно, что ты думаешь о пацанах, которые танцуют гоу-гоу. Я не могу это не сказать. Но как бы ладно, это твои постельные драмы. А во-вторых, слушай, ну это неудивительно, что все в айтишку прутся, потому что за то время, за которое ты можешь обучиться сюда прийти, это действительно самое быстрое, что даст тебе нормальные бабки. Ты Это- реально за год можешь получать косарь, и ни одна из сфер в нашей стране тебе не даст такого быстрого входа. Вот и все. И в этом, ну, это справедливо. Чуваки хотят получить бабок. И чуваки идут за бабками. Да? Ну, то есть чуваки хотят так или иначе успешными стать. Ну, они хотят быть как минимум финансово независимыми, скорее всего. Вот, это хорошо. То есть мы первые разобрались, они идут за финансовой независимостью. Давайте это будет использоваться как тезис, да, то есть они такие, типа, за деньгами идут. И для кого-то это уже успех. Да, так возможно, в айтишку можно пойти не через программирование и получить больше бабок или столько же. Как вам такое? А через что, через Go-Go? Ну, через Go-Go в айтишку не зайдешь. Только через Go можно в айтишку зайти, как бы в этом плане. А ну Да. а через что еще? Через какие другие? Менеджмент, тестирование или что? Про что? Бизнес-анализ, менеджмент, Ну да, можно. тестирование, Можно. дизайн. Можно, Тебе не конечно, кажется, что это чуть сложнее? Уже и Ну, бизнес-анализ, и Ну, менеджмент. смотри, дизайнеры-то есть, они же в какой-то момент появились. То есть не было такого, что все сидят, все идут в программирование, и пум, дизайнер появился. Программистов больше всего в общей массе. Я понимаю, и Поэтому конкуренция туда проще. выше. Ну, это проще. Ну, Ну, конкуренция-то Скорее выше, всего, если их там что- больше, то конкуренция выше. нет, в смысле больше позиций программистов. А, Во-первых. Ну, Ну, ты с как тобой бы я согласен. с тобой согласен, что на программиста дольше учиться, чем, допустим, на того же тестировщика. Даже на бизнес-аналитика классического учиться по факту можно меньше, чем на программиста. да, ну говорят про 6 месяцев, но мне кажется, что это вот где-то вот, Ну, можно с- быстрее. Ну, с теми Вакансий меньше. бизнес-аналитиками, которыми я сталкивался, вот у меня только есть два, но там у них, извини за выражение, они дошли до того уровня, который у них в бизнес-анализе, ну, наверное, лет 6 или 7. Не, ну так и программисты нормально не с первого Там, раза нет, ну получаются. там уже уровень, да, когда Да. он реально выдает то, что я понимаю от бизнес-анализа. Ну, Да, то факт есть- в том, что джуновских вакансий на бизнес-анализ, конечно же, даже не то что в разы, там в десятки раз меньше, чем на программиста. То есть... Все, как бы, блядь, не кричали все вот эти вот люди, которые не программисты, извините меня, конечно, но вся айтишка держится исключительно на программирование.
Не Ну будет да. программистов, не будет айтишки. И отсюда логично вытекает, что позиций программирования больше всего. Хорошо. И поэтому проще найти работу там. Но я слышал, Как? я когда из подъезда выхожу, сидят люди на лавке, нашепчивают. Они говорят, что... Бабки. Ну, Гоу-гоущицы. Ну, короче, сидят люди и говорят, что да закроется ваше IT, да эти золотые годы скоро закроются. Да и все». пожалуйста. Ну и пожалуйста. А не должно быть... Вот мне понравилось, тоже мне сегодня мой товарищ сказал, с которым мы давно не виделись. Я говорю, блин, Ярик, мне так надоело, что у нас такое дно творится. Что тут будет через 5 лет? А он мне говорит, чувак, а что ты взял, что это должно быть твоим призванием? Ну, пока хайпит, зарабатывай. Дальше будет что-то другое, перейдешь туда. Все. Блин, а это хорошая позиция вообще. Это нормальная позиция. Пока есть вообще, в возможность принципе. зарабатывать, зарабатывай. Как бы наше поколение моих родителей, допустим, оно привыкло, что там на работе 20-30 лет, это типа Ну, норм, всю жизнь. потолок. Да, всю жизнь. Нет, Если- так у а нас там- есть прекрасная а возможность там менять просто это. ничего и не было. Ну То есть так и так нормально-то. Ты спокойно идешь по своей... Ты знаешь, что будет завтра, что будет послезавтра, что будет через год. Ты нормально это знаешь. Ну, а мы этого не знаем. И что бегаться? Ну, а сейчас, Во-первых. да. Во-вторых, у нас сейчас есть куча возможностей, на самом деле. двигаться. И у нас есть одна проблема, что мы даже на проекте не знаем, как долго он будет длиться. Он там раз и сдох. Понимаешь, мы проекта не знаем, и мы не тратим настолько много времени, чтобы учиться на программиста. Если там, допустим, бухгалтера, которых был 6 лет. пик, и они потом сдулись, они на это учились полжизни, чтобы стать хорошими бухгалтерами, а потом их без хлеба оставили. А программистом, извини меня, ты за год учился и пошел зарабатывать бабки свои быстренько. Ну да. И не потратил 6-7 лет на это. И плюс не забываем, есть одна такая классная фишка, про которую мало кто говорят. У программистов есть курорты. Да, вот когда ты... Чё? Ну Да? ты что, не слышал? Нет. Ты, короче, работаешь на крутых там проектах, технологии, вот это все ты пробуешь. Но в какой-то момент тебе может надоесть. И ты такой, я просто хочу бабок. И куда ты идешь? Ты идешь в аутсорсинг. Ты приходишь, садишься на какой-нибудь бенч и сидишь, а тебе платят деньги. Это же классно! Ты сидишь там 2-3 месяца, просто тебе платят бабки, отдыхаешь. Нормально. Войти это возможно, вот. А как бухгалтер, я думаю, 2 месяца не будет работать. Слушай, ну, все, кого я знаю, кто был на бенче, никто, на самом деле, так это не воспринимал. Не знаю, я знаю хороших программистов, и хорошие программисты обычно начинают киснуть и унывать, когда не получают прокачку на работе. Это да. Кто-то может сказать, что на работе ты, сука, должен работать и не получать прокачку. Но как бы хорошие программисты умеют и работать, и получать прокачку. Вот когда ты на бенче сидишь, ну, с одной стороны, да, прикольно, а с другой стороны, ну, тебе все равно там петрушат по разным сторонам. Тебе говорят, что через 3 месяца начнется такой-то проект, иди поучи эти технологии. Ты идешь их учить через «не хочу», потому что у тебя курорт, тебе ничего делать не хочется. Поучил, тебе через 3 месяца приходят, говорят, проект закрылся, иди еще вот эти технологии учи. И ты как обезьянка бегаешь туда-сюда и не знаешь, за что ухватиться. Это вот то, как проходили бенчи у моих знакомых в том же ИПАМе. То есть я не слышал, что было так, что, мол, все, чувак, ты сидишь полгода, ни хера не делаешь. Не, они-то, конечно, не говорят. Они приходят и говорят, ну посиди чуть-чуть. Ты такой походил по собесам, такой, ну блин, что-то не то, что-то не нравится. Такие, ну посиди еще чуть-чуть. Ну и так можно посидеть целый год. Ну, для людей непосвященных, неподготовленных, конечно, это будет дико звучать, когда Да, бабки это платят. Ну ты тут- будешь думать, сейчас меня уволят, что делать, что делать? Не, ну нужно же тоже понимать, что компания издержки покрывает таким образом. То есть ей дешевле поддержать чела на бенче, чем нанять и отучить нового. Ну, конечно. Ну, это же не просто так делается. Это сейчас сарказм был, конечно. Не, ну, так и есть. Ну, типа, а зачем еще? Да, он работает еще. С лагами какими-то пишут. Главное, что пишет. Там такие квадраты жесткие. Ну ладно, ничего страшного. Он подтупливает немножко. А, там батарея просто подсела. Окей. Короче, тогда давай последнюю маленькую тему и будем сделаем перерыв, возьмем кофе. Вообще без проблем. Маленькая тезисная тема. Лекс. Представь, что вот 2К20, а тебе 18 лет, только закончил там, не знаю, школу. Это ж год назад, блин. Так вот, и ты ищешь свою первую работу. Куда бы ты пошел? Вот серьезно. На стройку. А я обладаю теми знаниями, которые... Конечно, ты вот сейчас вот все знаешь, все, что ты То знаешь. есть мне 18 лет, и я такой охеренный... Охеренно все знаешь на рынке труда, что происходит. Но по навыкам я ни хера не вот... А по навыкам вот. Вот новичок, да? Да. Я бы пошел в науку и уехал в Европу. Вот.
Теперь вы знаете, куда надо двигаться, чтобы стать успешным. Это было бы гораздо интереснее. Я физфак заканчивал, и у меня всегда к физике были теплые отношения. Если бы у меня мозги мои сейчас были тогда, я бы реально задрачивал больше в науку и уехал бы в Европу. Либо в Америку. Мне на самом Это было бы деле... интереснее. Помню, не И сейчас бы по дата-сайенсу херачил что-нибудь по физике. Все равно там. Все равно туда же. Не, ну у нас Все равно туда. больше физики, чем дата-сайенса. Помнишь, мы разговаривали, что все программисты идут в ЕПАМ. Почему? Потому что они хотят уехать. Да, есть такой тренд. Ты приходишь в ЕПАМ, Это сам тебе просто- советуют, как отсюда уехать. Да, ну... Все разговоры в ЕПАМе, как уехать. Нет, это без шуток, но на самом деле у меня есть пару знакомых, которые такие, я пойду в ЕПАМ, потому что я хочу поездить, посмотреть мир и не париться. Ну, это нормально. Они релокейты предоставляют, и удаленку Да. они предоставляли Да, раньше. потому что если ты идешь релокейт своим способом более выгодным, ну, ты берешь все риски на себя, и тебе как бы что-то жопу еще в мыле, там прям нормально. Ну, он сдохнет сейчас, да. Ну, ничего. Ну, у нас запасной есть. Я уже на ту камеру переключился. Он там видит. Да, немножко вылазит. Ну, хорошо. Тогда давайте подведем выводы какие-то вот маленького вот этого успешного выпуска. Какие выводы? Идите в IT, пока есть возможность зарабатывать, зарабатывайте бабки. Да? Вот. Не парьтесь, что это золотые годы могут закончиться, они закончатся. А если закончатся, мы все соберемся на канале IT Борода и подумаем, что делать дальше. Вот. Возможно, найдем более выгодный способ вкладывать наши мысли. Потому что отличие IT от всего другого, вы работаете головой, а умные люди без еды сидеть не будут. Вот. Что еще можно сказать? Ну, будьте успешными, пишите вопросы, мы будем их обсуждать. IT-такси завелось, и у нас вот на Яндексе намотало, наверное, долларов 20 уже. Вот, как раз хватит на кофе Игорю, вот, успешному кофе, вот. Да, много кофе. На этом все, всем пока. А вы меня домой завезете? Конечно, конечно. Ставьте лайки, и Лекс попадет домой. Как-то так. Нормально. Давай тут Неужели вы приехали